Привет всем, вы на канале Stock Tesla. С вами Виктор. Сегодня я вам расскажу, подскажу, как снять развальные болты, которые развернуты шляпки к батарее. Некоторые их берут, просто обрезают, самый легкий способ. Шляпку обрезали, отпустили, обрезали и болт вытянули. Но так как этих болтов очень мало, они очень дорогие, найти их проблема. Это для такой способ обрезания шляпки для ледачих этих мастеров. Тут есть варианты, как снять. Можно снять батарею и снять эти болты. А можно снять, просто опустить подрамник. В нашем случае мы сняли, приопустили подрамник и сняли болты. Вот. Что для этого надо? Наглядный вариант, что надо. Самое первое, снять корыто внутри, вытянуть. Потом снять бампер, снять фары. Это все снимается легко и быстро. На данный момент, сколько я уже перекрутил этих Tesla любых моделей, то это Илон Маск придумал легчайший конструктор. Все доступно, все хорошо разбирается и все хорошо собирается. Так, дальше. Корыто сняли, бампер сняли, фары сняли. Вот. Потом снимаем вот тут передний диффузор. Два лопуха по бокам снимаем, потому что если мы лопухи не снимем, мы не снимем усилитель бампера. Вот. Так что сначала два лопуха. Можно, самое лучшее и самое удобное будет сначала снять диффузор, потом два лопуха. Вот. Потом открутить усилитель бампера. Не забудьте еще, что тут же стоит радар. Радар снять. Вот. Защиту нижнюю, само собой. Потом откручиваем рычаги. Передние бананы можно сразу открутить. Даже их снять. Задние болты тоже отпустить, гайки поснимать. На рычагах, вот тут на кулаках ничего больше снимать не надо. Вот видите, снято только два рычага. Все остальное все стоит. Вот, потом болты вот эти не отпускаем до тех пор, пока есть вот такая две веревки с одной стороны и с другой стороны вокруг рулевой рейки. Но еще для удобности, чтобы рейки на штанге рейки, она там все равно движется, есть движимое место. Вот. Но можно открутить, надо вот тут открутить планки, которые идут к подрамнику. С одной стороны, вот тут есть, и с другой стороны. Тут под болты под ключ на 13 М8 болт. Вот. И можно просто открутить саму рейку. Там два болта. Она никуда не денется, просто будет висеть. Тут лежать на подрамнику. Вот. Это все сделаете. Я рейку не откручивал, но удобнее будет открутить, чтобы было легче. Вот. Потом, перед тем, как усилитель бампера снять, клемму открутить. Вот там, если вам видно, вот такую палку и подвязать
вокруг рулевой рейки до подрамника веревкой в 2 местах. Но с таким маленьким ходом, чтобы когда вы открутите, она смогла потом чуть-чуть опуститься. Ну там вообще капельку, чтобы не сильно было натянуто. Вот когда вы вот это все сделаете, потом уже можно откручивать вот. И еще. Как его, блин? Телевизор. Вот этот. Он тут вот на подрамник надевается. Когда вы все вот тут открутите полностью, еще радиаторы надо открутить. Тут на таких 2 скобочках стоит радиатор. С одной стороны и с другой стороны. И с той стороны так же само. Радиаторы откручиваете. И тогда телевизор, больше ничего отключать не надо. Тогда телевизор, тут трубки позволяют уйти. Оттягиваете сам телевизор, это надо вдвоем. Оттягиваете и чуть-чуть его поднимаете вверх. Ну, снимаете с подрамника и потом наверх подрамника и ложите. Вот. И он стоит, никуда не девается. Трубки такое все не дает ему падать. Вот. Когда вот это все вот так сделали, потом уже откручиваете вот тут 3 болта. 3 болта, вот который один на батарее, средний болт и болт, который крепит подрамник и усилитель к этому лонжерону. И еще надо открутить 4 болта от батареи под головку М13. Откручиваете. И потом вот берете монтировку. Вот тут есть место такое. Ну вот, чтобы вам было видно. Вот так вставляете. Вот тут маленькое ребро есть. Именно на ребро. Сюда, там, где плоскость, ставить не надо, потому что можно продавить батарею. Вот. И вот так сюда вставляете с 2 сторон, вот так потихоньку, раз, и она выходит. И потом, уже когда она выйдет, выйдет подрамник, вставляете сюда уже аж в торец батареи между подрамником, и его оттягиваете. И болт вот этот, есть место, куда вытянуть. Потом все обратно в таком же самом порядке заталкиваете. Тут еще такой есть нюансик маленький. Сейчас я вам покажу. Потому что когда будете снимать, может у вас что-то не пойти. Иди сюда. Вот тут на среднем болту, между подрамником и лонжероном, вот видите, тут плоскость сточена. И тут получается, как бы сказать, бугорок снутри, между подрамником и лонжероном. То сюда надо вставить чуть-чуть отверточку, отогнуть, и оно все выскочит. Вот. В таком же самом порядке, собираете. Да и все. Вот. Так что, кому была полезна, будет полезна эта информация, подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет приятно. Напоминаю, у нас разборка. И ремонтируем машины тоже. Задавайте вопросы, по возможности буду отвечать. Будет еще видео, вам расскажу. Бывает, что при вывороте рейки идет скрип. Это я вам уже потом расскажу, как его устранить. Вот. Так что все детали на Tesla Model 3, Model XS есть у нас на сайте. Смотрите.
подписывайтесь. Так что всем спасибо, всем пока.